Один-два раз, еще раз о копировании. Ну что ж, пожалуй, нулевой тезис выглядит так. К копированию стоит относиться с пиететом, с уважением. Можно найти много положительных моментов в копировании, хотя, вероятно, не все друзья, преподаватели и коллеги поддержат нас в этом. Мой прекрасный учитель в художественной школе говорил: не надо копировать, лучше плохенькое, но свое. Меня всегда в этой фразе смущало прилагательное «плохенькое». И в сегодняшнем арт-пространстве я по большей части встречаю гениальных самородков, которые мажут свое плохенькое. По мне, так лучше б Рубенса скопировали, было бы больше пользы. Больше пользы для арт-пространства и арт-рынка, больше пользы для школы в целом и самообразования в частности. А это уже тезис номер один. Копирование – это не только действенный метод обучения живописи, потому что только так можно понять секреты старых мастеров. Это не только качественная конкурентная альтернатива современным сырым художникам, но они проиграют на самом деле, как минимум с точки зрения живописи. Но это и необходимая составляющая наших интерьеров, важная часть подлинно красивого мира вокруг нас, наполнение этого мира. А то современная живопись, она пошла дальше наших устремлений насчет окружающего пространства. То есть, если человек хочет видеть вокруг себя солидный интерьер, английский колониальный стиль, например, винтаж, историзм, классицизм или ампир, авангардная, гениальная и креативная живопись, как и всякие плохенькие цветочки, зато свои, из художественного салона, там будут выглядеть нелепо. То есть современные художники шагают вперед, как им кажется, такими семимильными шагами, что скоро совсем потеряют связь с публикой, с реальностью. Тезис второй. Понятие «копия» всегда несло негативный оттенок, поскольку подразумевало некое повторение оригинала. Это копия. Слышим мы разочарованный возглас. Да, это копия. Это всего лишь копия с картины шикарного голландского художника Вильяма Хеды. Конечно, она ни в какое сравнение не идет с авторской, оригинальной и абсолютно уникальной работой вашей знакомой сестры или тещи, которую она исполнила на даче на большом керамическом блюде с использованием акриловых красок, клея момент, стразов и кофейных зерен. Я даже показывать не буду. Да, копия – это не оригинал, не подлинник. Но оригинал оригиналу рознь. К тому же этот самый оригинал висит в музее в другой стране, а она, копия, у вас в гостиной. Не говоря уже о том, что профессионально исполненную копию отличить визуально от полотна старого мастера довольно трудно. Масштабные музейные исследования открыли многие тайны. Они позволяют повторять метод и технологию довольно точно. А современные материалы обладают всеми возможностями визуально приблизиться к тому, что мы хотим видеть. Даже с точки зрения патины времени. Старение, кракелюр, пожелтевший лак, пожалуйста. Тезис третий. Приятно сесть на плечи гигантам. И с точки зрения обладателя, и с точки зрения исполнителя. Обладать драгоценностью, артефактом, иметь возможность созерцать его каждый день приятно, статусно, солидно. Еще более солидно иметь висящий на стене оригинал, скажут завистники, да, но большинство шедевров все-таки сосредоточены в государственных музеях. Да и мало кто повесит картину за 1 000 000 евро над кроватью. Он уберет ее в банковский сейф, а повесит профессиональную копию. Так что все то же самое. А для исполнителя повторить старого мастера, это как повторить рекорд. И дальше можно абстрагироваться от результата и воспринимать эту работу, висящую на стене, не как собственную картину, не как проиллюстрированную квинтэссенцию своей выстраданной идеи,
а как реальный артефакт, как мастерство, идею, мысль и загадку старого мастера, которую можно продолжать разгадывать каждый день и искренне удивляться и радоваться. И, кстати, в отличие от собственных работ, которые не приносят такого удовлетворения художнику, поскольку автор не может поставить точку, он все время что-то хочет переделать, улучшить. Да, копия лучше. И если он не самовлюбленный идиот, он будет бесконечно анализировать, искать и находить ошибки, недочеты в своей работе. И это, конечно, отравляет радость созерцания. Поэтому, повторюсь, копия лучше. И четвертый тезис. Ошибочно полагать, что искусство движет оригинальные идеи. Искусство – это поезд с множеством вагонов. И особо талантливые представители иногда пробираются в локомотив порулить, но они не могут оторваться от поезда. Сохраняется общее направление, и если руль не возьмет один, его возьмет другой. Все якобы оригинальные идеи витают в воздухе и так или иначе будут воплощены тем или этим сегодня или завтра в этой стране или в другой. А еще может оказаться, что эта идея вовсе и не оригинальная, а всего лишь переработанная вчерашняя, вольная копия старой идеи. И, как показывает практика, свое будет все время только плохеньким, если оно без традиций, без связи, без преемственности, без копирования. Очистительный огонь и революционный тезис «мы старый мир разрушим до основания, а затем мы новый мир построим», он здесь не работает. Искусство развивается по спирали, наматывая новые витки на предыдущий опыт. Так может стоит не начинать все с нуля, не изобретать велосипед, а пытаться улучшить созданное. Это же надо трудиться, учиться, стараться понять, повторить, скопировать. Нет, начну с чистого листа. Зайду с черного хода, сойду с поезда. Отметьте мой мировой рекорд. Прыжок в бок с места. Вот поэтому у нас искусство сегодня – это не поезд, а множество людей, которые считают себя машинистами, двигаются каждый на своей дрезине в разные стороны. И иногда без рельсов, надо сказать, да.